принудительное изъятие автомобиля для военных целей в Украине. И здесь я не имею в виду то мародерство, которое мы можем наблюдать на дорогах. Ведь каждое незаконное изъятие автомобиля, которое не оформлено по закону, это даже является даже уголовно наказуемым преступлением в военное время и рассматривается как грабеж или угон вашего транспортного средства. Но вы, как автомобилист, должны точно знать 4 основных условия изъятия автомобиля для военных потребностей. Первое. Это такое изъятие возможно только на платном основании с предварительной или последующей компенсацией стоимости автомобиля. И в этом варианте вы понимаете, что предварительную компенсацию вам вряд ли кто-то сможет заранее выплатить. Из-за этого приходится надеяться только на последующую компенсацию уже по завершению войны. Второй вариант – это когда решение принимается высшим командованием вооруженных сил Украины или отдельных подразделений и по согласованию государственной администрации. Без такого согласования государственной администрации решение может принимать только в местах боевого столкновения. То есть никакой патруль или начальник подразделения территориальной обороны не имеет права принять принудительное изъятие автомобиля в военных целях. Третий вариант – это надлежащее документальное оформление, в котором должен быть подписан акт установленной формы, в котором должна быть указана оценка автомобиля и серьезные основания для изъятия, оригиналы которого должны будут передать вам. И четвертый вариант – это когда перед изъятием проведена полная оценка имущества, и вывод эксперта оценки должен будет быть вручен вам в оригинале с соответствующими подписями на того, кто уполномоченные особы, чтобы у вас в дальнейшем была возможность обжаловать этой оценки, если она вас не удовлетворяет. Так что если вы обладаете уникальным каким-либо автомобилем, то к процессу принудительного изъятия отнеситесь очень внимательно. Имеется в виду как то изъятие, где должны будут заполнены все пункты. Также вам должны будут вручить вывод о стоимости, в котором, если вы с ним не будете согласны, то в будущем после войны у вас будет право его оспорить. И здесь вы должны знать, что любые другие способы изъятия автомобиля являются незаконными, даже в условиях военного положения.